Итак, всем привет, друзья! Это видео про видеокарту, бюджетную видеокарту GTX 1650. Я искренне убежден, что это одна из лучших, или даже, наверное, оптимальная модель, то есть самая лучшая в 2023. Хотя вышла 1650 еще в далеком 2019. Да, я знаю, что это слишком дерзкое заявление насчет лучшей бюджетной видеокарты в 2023. И в этом видео я попытаюсь объяснить, почему я так думаю, и сделаю это на примере видеокарты 1650 с памятью GDDR6. И это модель от MSI Ventus V1 OC, как-то там точно, в общем, не важно. Итак, это эталонный образец с быстрой памятью, и еще есть у нее два различных варианта, точнее, два варианта есть в продаже видеокарт 1650. Первый — это на медленной памяти DDR5, что я однозначно не рекомендую своим зрителям на рассмотрение. И есть также еще один вариант, это быстрая 1650 с приставкой Super. Это самая топовая по мощности в этой тройке видеокарта, и она без проблем может быть конкурентом там, например, AMD-шной 6500 XT. Но и цена за эту 1650 Super уже не 14500 и не там 15 тысяч, а примерно 16500, возможно даже 17 тысяч или $200 с копейками. Короче, в нашем случае у меня среднебюджетная стандартная 1650, у нее есть конкуренты в лице Radeon 6400 или, например, 6500 XT, но по цене 1650 ближе именно к 6400, а вот уже 6500 XT эта видяха стоит почти на 2000 дороже, то есть больше, и ее конкуренты как раз таки, повторюсь еще раз, является 1650 Super по такой же цене, там плюс-минус. Поэтому если, не знаю, зрители поднимут холивар там, то поймите, цена даже в 1500-2000 рублей тоже имеет значение для некоторых зрителей. Я не стану сравнивать различные бренды, потому что качество сборок у видеокарт абсолютно разные, поэтому цены очень разные, и есть модели 1650 по 13 тысяч, есть и по 17 тысяч от все той же компании Asus, например. Мы же берем просто среднее значение одной компании на примере MSI, и как видим, разница между RX 6400 против 1650 или там 6500 XT как раз именно там в 1500-2000 рублей, и если добавить еще 2000, то там уже можно взять и 1660, и 1660 Super и так далее. Короче, так что спорить о том, что лучше доплатить 2000 и взять там 6500 XT или там 1650 Super, это можно продолжать абсолютно бесконечно. Мы останавливаемся конкретно на цене 15 тысяч или $200, и за эти 200 баксов у нас только 1650 с памятью DDR6. Мы обязательно еще вернемся именно к этой модели, а сейчас немножко, я думаю, полезной информации для зрителей. Друзья, если вы любите смотреть киношку или сериалы, и при этом у вас нет лишних денежек на всякие премиум подписки, то хочу рекомендовать вам MovieLab. Если вкратце, то MovieLab — это бесплатная площадка для просмотров фильмов плюс сериалов, и приложение доступно абсолютно каждому. Для пользователей Android TV существует специальная ТВ-версия, а для любителей смартфонов на Android есть также мобильное приложение. Ну и для всех остальных пользователей создана веб-версия. Для просмотра фильмов и сериалов не нужна регистрация, приложение предназначено для бесплатного просмотра. Однако с регистрацией доступно комментирование фильмов, пользователи также смогут видеть свои истории просмотров, создавать свои коллекции, сохранять интересующий контент для дальнейшего просмотра и оценивать также просмотренную картину. Плюс к этому пользователи MovieLab имеют уникальную возможность оценить самыми первыми все новинки, которых даже нет в кинотеатрах. Также у MovieLab есть свой телеграм-канал с отличным ботом для поиска контента и рекомендаций. Плюс на этом канале ребята из MovieLab активно общаются с пользователями, обсуждают вопросы и прислушиваются к пожеланиям. Все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Переходите, но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, продолжаем дальше. У нас GTX 1650 в нашем случае. Еще раз повторюсь, это эталонная модель с внешним питальником, чтобы сделать небольшой разгон, но это чуть позже. А еще у этой видеокарты есть две вертушки, то есть эти вентиляторы, и подключить к этой видеокарте можно буквально любой монитор. Имеется сзади у нас DisplayPort, также HDMI одна штука есть, такой вход, и конечно же стандартный DVI. Да, еще для полного счастья не хватает VGA входа из 90-х, но это уже, мне кажется, слишком. Короче, обычная нормальная видеокарта, приличное качество сборки, и первым, что хотелось бы, то есть чем хотелось бы заняться сразу после подключения видяхи внутри компьютера, это чутка ускорить видеочип и видеопамять, что просто поднять немножко
немножко частоты. Например, я поднимаю видеочип через автобюнер MSI до плюс 100, возможно плюс 110. И видеопамять тоже поднимаю на плюс 500, возможно 550. Кстати, насчет компьютера, в котором я поставил эту видеокарту, я уже снимал о нем видео. Это тоже бюджетная сборка с i3 12100F и 16 оперативы. Так что тестировать будем как раз таки примерно на таком же компьютере, под который как раз и ставят видеокарту 1650. Обычная стандартная сбор очка в районе 35 тысяч рублей, ставшая уже, наверное, классикой в 2028-2029. И вот тут именно 1650 и должна обеспечить, я бы даже сказал, отработать каждую потраченную копеечку зрителей. А именно наша задача — это запуск новых и также популярных проектов на высоких-средних Full HD, чтобы хотя бы получить, не знаю, 40 FPS в современных хитах и 100, 120, может 200 в сетевых шутанах и так далее. В общем и целом начнем запускать игры и сперва, конечно же, закинем Counter-Strike на высоких Full HD. И я не знаю, стоит ли вообще что-то комментировать из увиденного на экране, если у нас на этом же экране 200-250 FPS или даже местами 300 кадров. Я уверен, что для контры, то есть в данном случае хватило бы даже GT 730 за 4000 рублей. Поэтому я просто запустил контру для понимания, в общем-то, для зрителей, а именно сколько сможет FPS выдать обычная 1650. Иное дело — это GTA 5 на высоких Full HD, точнее даже не на высоких, а на очень высоких, что выше, чем планировалось изначально. И тут у нас, знаете, в среднем видим почти 90-95 кадров, возможно даже сотня местами, и при этом сама видеокарта тоже греется очень слабо, скажем так, порядка 65-68 градусов, что просто супер комфортно для любой видеокарты. И съедает тоже видяха-то мизерный 75 Вт, что позволяет использовать при подключении к этой видеокарте и вообще к этой сборке даже блок питания на 300, 350, 400 Вт. Но только, внимание, честные 300-400 Вт по линии 12 вольт. Это очень важно, запомните. Окей, а теперь, друзья, самое время усложнить задачу. Запустим Киберпанк на высоком, то есть на высоком пресете с включенным FSR в режиме баланс. И вот тут при таком раскладе у нас в Киберпанке, еще раз на минуточку, вдумайтесь, в Киберпанке 40-45 кадров на открытых локациях. Выходит, что если немножко, то есть буквально поковырять настройки и потратить хотя бы 2 минуты, то можно, то есть найти оптимальные настройки даже под 1650. И даже на такой бюджетной видеокарте пройти Киберпанк с нормальным, еще раз повторюсь, с нормальным фреймрейтом. И это не 15 кадров, а целые 38, 40, 45, а возможно даже 50, что вполне достойно. И в конце давайте, друзья, запустим еще одну свежую новинку. Это продолжение сиквела Forest, но теперь уже под названием Sons of the Forest. И тут я по традиции выкрутил все на средних высоких настройках с включенным FSR баланс. И как видим, хоть перед нами и не киберпанк, но требования к железу довольно серьезные. И в среднем у нас от 38, возможно 35 FPS до 50. Видно, я думаю, всем зрителям, что по степени загруженности больше всего достается именно процессору. Он трудится местами на 60-90%. Очень большие открытые локации с кучей объектов, так что это больше не тест видеокарты, а я бы сказал именно тест процессора 12100F. Хотя все равно видеокарта видим, что загружена полностью, а значит проц успевает просчитать кадры для видеокарты, и поэтому сама видеокарта трудится на полную. В общем, друзья, что хочется сказать вам в конце, то есть в завершении. На мое скромное усмотрение, я все равно думаю честно, что 1650 все еще очень бодрая видяха даже в 2023. Не везде он, конечно, тащит все в 60 FPS на высоких, например, вот в новинках у нас там 40-50 FPS, тоже это достойный 40-50, но в остальных проектах, вроде там сетевых шутанов, у нее вообще очень даже все в порядке. Поэтому если вам не нужны ультранастройки и ваш бюджет, явно там не больше 35-40 тысяч на всю сборку,
графику, то 1650 нормально будет смотреться, например, с i3 12100F или там, скажем, с Ryzen 5 3600. Да, можно, например, доплатить еще 2000 и взять там, допустим, 1650 Super и получите еще плюс 30% к мощности. А если вам так вышло, что не нравится Nvidia, то можно купить, например, RX 5600 XT по цене 1650 Super и быть не таким, как все, но это уже, знаете, иная тема для видео. Не об этом речь у нас, а только про 1650. В общем, я набросаю зрителям ссылок под этим видео на различные видеокарты, что лично я бы взял, будь у меня задача собрать компьютер. Короче, переходите по ссылочкам, смотрите, а я уже на этом буду заканчивать. Всем еще раз я желаю не болеть и увидимся уже очень скоро. До новых встреч. Пока-пока.